монета, которую давал персидский король солнцу, морю. В наших проектах мы используем только европейские топ-бренды, только европейские. О, это интересно на самом деле. Инвестировать стоит, потому что сейчас нету прироста капитала, нету роста цен. Если с нами вы не подписываете договор о гарантированной аренде, автоматом вы приходите в компанию, вы получаете 15% скидки на Силарон вот просто так. Потребности внутренние, если есть дополнительные какие-то вопросы у клиента. Знают ли зрители, что такое флип? Всем привет! Меня зовут Андрей, и вы, наверное, думаете, почему здесь сижу я, а не азербайджанец. Конечно, Турал очень занятой человек, но мы не могли пропустить это интервью, и поэтому сегодня мы пригласили менеджера компании Dashat Group Елену, чтобы узнать о вопросах по недвижимости, новых акциях и перспективах инвестирования на Северный Кипр. Поэтому Турал задал мне этот вопрос, чтобы мы разобрались. Не будем терять время и сразу перейдем о главном. Я бы хотел задать вопрос о компании Dashat Group. Не могла бы ты мне рассказать немного поподробнее о вашей компании? Привет, Андрей. Очень рада, что мы сегодня с тобой встретились в таком замечательном месте. На самом деле вы удивили меня своей локацией. Расскажу подробнее про Dashat Group. Dashat Group – это застройщик, который на рынке Северного Кипра уже более 20 лет. Раньше мы были подрядчиком для ведущих строительных компаний. В 2017 году мы решили, что мы будем строить для себя. Соответственно, первый наш комплекс – это Golden Life Residence, построен был в Фомагусте, после чего мы принялись за строительство комплекса вилл, это Ричмонд Парк в Ени-Баазичи. Следующий наш проект – это Силарон, и последующие два – это напротив Мерит Рояль отеля Гардена в Искеле, и также мы выходим уже на побережье в будущем СНТП, Каплиджа, но об этом проектам попозже. Мы семейная компания, мы сами из Ирана, но на Северном Кипре довольно-таки долго, то есть у нас уже есть гражданство, мы довольно известные не только своим качеством, но также лояльностью и безопасностью наших сделок. Также помимо этого, почему мы известны качеством? Мы являемся импортером стекол, окон, натурального мрамора, натурального гранита не только на территорию Северного Кипра и Турции, также мы экспортируем на Эмираты и также на рынок Европы. Вау, 20 лет, ты сказала, это достаточно много на самом деле. 20 лет. Наш опыт строительства мы привезли из Ирана. Мы строили в Тегеране, после чего, после переезда владельцев компании на Северный Кипр, мы работали как подрядчики, как архитектурная компания. После того, как подрядчик строительства, как я сказала, 2017 год, мы все-таки решили строить для себя. Да, я понимаю. Круто звучит, круто познакомиться с тобой и с таким большим опытом работы в разных странах. И ваша компания действительно звучит великолепно. Я хотела бы немного рассказать подробнее про само название Dashat. Dashat – это монета, которую давал персидский король бедным, когда их благословлял. Вау. Поэтому я хотела бы тоже акцентировать внимание на том, что иранские люди, персидская культура, она ищет смысл во всех деталях. Поэтому даже каждая наша инвестиция, в каждом нашем проекте мы несем смысл в каждой детали. Не только если идет речь о качестве застройки, но также и всех возможных условиях, которые мы слушаем наших клиентов, мы готовы предоставить им эти условия и всегда прислушиваемся к мнению, что нам нужно изменить. Вот это вот интересно как раз. Вот скажи мне, пожалуйста, тогда, в чем главное преимущество вашей компании перед другими застройщиками здесь на Северном Кипре? В первую очередь мы стремимся к совершенству. В чем состоит то, что мы стремимся к совершенству? Мы всегда ездим на выставки, не только в Европу. Последний раз мы были в Сингапуре, мы были в Дубае. Мы ищем новые технологии, инновации. Мы также являемся сторонниками сбережения экологии, поэтому все наши конструкции, все наши здания построены из экологически чистых материалов. Помимо этого,
Все мы знаем прекрасно, что случилось в Турции несколько лет назад. Наши все земли, на которых расположены инвестиции, будь то это Ени-Баазичи, будь то это Искиле, либо же дальше, если идем на другое побережье Северного Кипра, помимо того, что все наши земли имеют право собственности, обменный титул, у нас нету турецких титулов, также наши все земли проверены под сейсмическими перспективами, то есть если даже случится в будущем то, что будет землетрясение, то мы даем стопроцентную гарантию, что будь то это ваш апартамент, либо же дом, он не развалится. Круто, это звучит внушающе на самом деле. Хорошо, тогда расскажи мне, какие ключевые ценности компании Dashat Group? Безопасность. Так как я уже подчеркнула, все наши титулы обменные, мы ведем сделки от начала до конца. Также из-за того, что мы являемся семейной компанией, мы никогда не бросаем клиентов на полпути. Если какие-либо проблемы возникают у клиента уже в постпродажном сервисе, будь то перепродажа, либо же в моменте, когда действует еще гарантия на апартаменты, будь то виллы, мы всегда нашего клиента поддержим, поможем. Хотела бы тоже рассказать такой маленький кейс вот по поводу наших ценностей. У нас приехал клиент, которому очень сильно понравились наши виллы. Но ценовая политика, не буду ее оглашать перед камерой, она есть какая есть. У клиента было только 300 тысяч фунтов, но ему нравились наши виллы. Соответственно, мы предложили нашему клиенту наш другой проект, Силарон, который, если позже я вам буду рассказывать, начиная с первого этажа, на нашем языке это с первого этажа, да, с первого этажа, то есть лофты, которые, в принципе, по сути, сделаны как маленькие таунхаусы. Почему как таунхаусы? Потому что доступ к вашей террасе, rooftop garden, он снутри квартиры идет. То есть вы получаете за меньшие деньги ту же самую мини-виллу, либо же тот же самый таунхаус. Только сад и огород, и джакузи, зона джакузи и зона барбекю у вас на крыше. В соответствии, у него были деньги на квартиру, ему нужно было уже заселяться, потому что он уже приехал с семьей, он приехал издалека, со страны, в которой война. И что к какому консенсусу мы пришли? Мы предложили ему купить эту квартиру, он согласился. В моменте подписания договора мы нашему клиенту предоставили в одном из комплексов квартир до проживания бесплатного на последующие 2 года до момента сдачи ключей его квартиры в Силарон. Вау, это невероятно. То есть вы все-таки находите какие-то решения, любые решения, Всегда. которые подходят и клиенту, и Мы очень лояльно это относимся, круто. мы очень лояльно относимся к нашим клиентам, мы относимся с трепетом, с ценностью, мы все понимаем, что в первую очередь я хочу подчеркнуть, что мы не продаем масс-маркет. Каждый наш проект это бутиковые отели, это бутиковые проекты, которые сделаны на базе 5-звездочных отелей. Ну, соответственно, без казино в этом комплексе. Как в отеле, Мы в основном продаем, у нас нету вообще ресейлов. То есть что это значит? То, что люди покупают для себя, для жизни. Да. То есть когда у меня спрашивают, есть ли в Golden Life ресейл, либо если в Ричмонде ресейл, ресейлов нет. Наши клиенты нам доверяют, они доверяют нашему качеству, они доверяют нашему партнерству. Соответственно, из-за того, что сам показатель того, что нет ресейлов, означает, что мы качественный застройщик, и люди покупают наши инвестиции для того, чтобы жить. Но я не говорю о том, что наши инвестиции тоже не пригожи для инвесторов. Об этом подробнее позже. Хорошо. Ты вот как раз заметила и рассказала маленький кейс, и что у вас в проекте есть несколько типов разных недвижимости. Да. То есть вот как раз подведем к следующему вопросу. Какой тип недвижимости вы строите? То есть расскажи побольше, что конкретно ваша компания может предложить инвесторам? Смотри, инвесторам или... Ну и покупателям. Покупателям. Смотри, давай разделим на 2 типа людей. Да. Есть люди, которые ценят себе уют, качество, комфорт и ищут что-то для жизни. И есть люди, которые хотят инвестировать, сделать флип. Флип, то есть перепродажу. Я понимаю. Разберемся с людьми, которые хотят найти себе что-то для жизни. Мы предлагаем апартаменты, начиная от студий. Хочу тоже обозначить то, что наша студия это 57 метров квадратных.
Вау. Да. Спальня у нас минимум 12 метров квадратных, это наш стандарт. При том, что даже в самой простой студии у нас зона отдыха спальня вместе с зоной диван, телевизор и кухня, они разделены. То есть вы получаете, покупатель получает студию не как, знаешь, прямой квадратный участок, вот тут у тебя кровать, а вот здесь я сосиски жарю, да. Они получают, то есть вполне полностью разделенную территорию, отделенную зону отдыха от основной зоны, где можно проводить время. Студии. Одна спальня, две спальни, квартиры, лофты, 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 премиум. При том, что я хочу обозначить, что наши студии, если мы говорим про проект Силарон, в чем их плюс? В том, что и с одной стороны, и с другой стороны у вас есть доступ с вашей квартиры, если идет речь о граунде, с одной стороны доступ к саду, к террасе, которая 10 метров квадратных, с другой стороны у вас непосредственный выход к бассейну. В чем еще плюс Силарона? В том, что ни с одной, ни с другой стороны у вас не загораживается вид, у вас нету соседей, то есть ты не сидишь на балконе и не смотришь на балкон соседа, который в это время пьет кофе. Это один из больших плюсов. Плюс, почему я, как ранее говорила, 2+1, 3+1, они идут уже реально как большие квартиры, то есть мы делаем масштабные, то есть поверхности, мы не делаем, знаешь, клетки для людей, мы думаем о том, что в квартире 2+1, 3+1 минимум заселяются семьи, не покупают одинокие люди себе 3 спальни, соответственно, минимум нашей спальни это 12 метров квадратных. Если идет речь о виллах, мы специализируемся также на постройках вилл, выбираем мы локации только уникальные. В чем они уникальны, в каком смысле? Первое, то, что я сказала, это сейсмически устойчивая поверхность, мы не строим на болотах. Второе, это хорошее соседство, то есть мы тоже смотрим на то, в каком регионе мы строим. Подаю пример тебе Ричмонда. В Ричмонде у нас в основном это Канада, Германия, русские, украинцы, доктор с Турции. То есть люди, которые состоятельные, которые ценят себе комфорт, уют и ценят себе качество. То есть люди, которые знают себе цену и которые готовы заплатить те деньги, они знают, за что они платят. Мы не продаем виллы по 150 тысяч, как некоторые в СНТП, они говорят, да, это классно, только смотри, ты приезжаешь, почему? То есть я специализируюсь в Дашат именно на европейско-американский рынок. Когда европейцы приезжают, это в особенности поляки либо немцы, они готовы, они тебе скажут, что у меня нету денег, я приехал только посмотреть. А если им что-то понравится, они купят у тебя 2 виллы. Почему? Потому что в первую очередь они смотрят на качество, они готовы заплатить деньги за качество, но если это качество в последующие 5-10 лет не развалится. То есть давай не будем скрывать, мы живем на острове, где мы подвержены солнцу, Б, морю. То есть соленый воздух, соленая вода, солнце, невероятная жара, перепады температуры, влажность. Я вплоть до того, что тебе подаю пример, мы покупили в новостройке пентхаус с родителями. 2 года прошло, мы сделали ремонт. Я уже вот как раз сегодня с утра шла, а у меня вот так вот по стенам плесень. Уже. Я не буду говорить название застройщика, но то есть это вот довольно-таки распространенный момент, когда нету хорошей изоляции. Почему у нас хорошая изоляция, почему у нас хорошее качество, почему я за качество отвечаю? В первую очередь мы строим из кирпича, который 25 сантиметров. То есть, когда мне задавали вопрос, это в основном люди из холодных стран, а есть ли у вас обогревание? Да, окей, у нас может быть экстра пакет обогревания, мы можем его сделать, но такой необходимости даже в зимнее время просто ее нету. Почему ее нету? Первое, 25 сантиметров изоляция. Помимо того, у нас 4-слойная изоляция стен от грибка, от воды, от влаги, от влаги, то есть от всего, что только можно придумать. Ты был у нас на проектах, ты видел качество, то есть единственный один застройщик, который я потом уже поездила, посмотрела по другим застройщикам качество их изоляции, потому что мне было довольно-таки интересно, это только у меня в моем пентхаусе проблема или это проблема у всех? Я не буду говорить название, есть один ведущий застройщик, который еще помимо этой изоляции использует вату. Как изоляцию. Как изоляцию. Это очень круто, это европейская технология. Я работала у застройщика в Польше, в Варшаве на протяжении 7 лет. То есть я не только продажник, я также знаю, открой мне архитектурные чертежи, я тебе расскажу, где застройщик убавил, где застройщик прибавил, а где посчитал, а где не посчитал. Есть такие хорошие, которые 7 метров дарят себе. На самом деле.
Поэтому, если идет речь о качестве, то вот именно наше качество изоляции, наше качество кирпича соответствует всем европейским нормативам. То есть мы не строим по Мгм. турецким стандартам, мы не строим по стандартам Северного Кипра, мы строим именно по европейским стандартам. Помимо этого, я хотела тоже сказать, что в наших проектах мы используем только европейские топ-бренды, Мгм. только европейские. О, это интересно на самом деле. Вот тогда скажи, пожалуйста, как вы как компания контролируете контроль качества, например? Есть ли у вас какая-то позиция в компании, которая отвечает за качество Конечно. отделочных материалов, плитки, например, сантехники и так Конечно, у дальше? нас есть независимый эксперт. У нас есть Мгм. независимый, есть внутренний инспектор, Мгм. есть независимый инспектор, который каждые несколько месяцев во время строительного процесса Мгм. приезжает, проверяет твою собственную оценку, которую потом мы анализируем. Если что-то не так, то есть мы эту концепцию меняем. Мгм. Вот это интересно. Это важно на самом деле, потому что ам, есть моменты, где застройщик может где-то что-то забыть поставить или что-то забыть, навіть швы какие-то даже, что-то заклеить и так далее. И есть люди, которые прям обращают на такие маленькие детали очень много внимания. Ты имеешь в виду косые плинтусы, либо И косые... такое тоже, Это у да. меня, когда я как раз-таки вернусь к ремонту нашего пентхауса, мы уехали в Украину, то есть мы дали задаток денег, и, соответственно, в апреле месяце прилетаем, а пентхаус розовый. Мгм. Ну, короче, мы выбрали краску, мы с мамой выбрали точный цвет, при том, что он разный на разные комнаты. Я приезжаю, а он мне стоит и говорит: розовенький, хороший. Я говорю: в смысле хороший? Так при том, что, знаешь, мы выбирали отделочную краску внутреннюю и Мгм. внешнюю совершенно другую, Да. но весь розовый получился. Так что у нас есть, к чему я веду, у нас есть внутренний независимый эксперт, Мгм. архитектора, плюс у нас есть внешний независимый эксперт, Сливкожа с министерства, который с нами сотрудничает, соответственно, по типажу квартир, если это 1+1, 2+1, либо виллы, у нас есть определенные характеристики качества, которые должны Мгм. быть в этих апартаментах, в этой недвижимости. Соответственно, если что-то не соответствует, то мы это меняем. Класс. Это хорошо знать и слышать, что есть человек, который отвечает за качество, за контроль полностью всех сопутствующих материалов и так дальше. Это классно. Тогда у меня такой план, у меня вопрос. А каковы ваши планы на будущее как компании Dashat Group? Развиваться, 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 еще раз развиваться. У нас на данный момент Ричмонд отдается в эксплуатацию до 10 февраля. Апартаменты уже готовы, чтобы отдать клиентам. Мы записываем видео 28 января, это Мгм. на секундочку, то есть через 12 дней буквально. Силарон у нас сдача ключей в 2027 году. Следующий наш бутиковый проект, это будет в Бахчелор, напротив Мгм. Мерит Гардена отеля. Там первый этап это будет виллы, второй этап это будет, там очень классная земля с коммерцией, со всеми, при том, что там есть все разрешения на коммерцию, то есть Мгм. это очень важно, там можно делать все, что захочешь. Этот проект сейчас открыт для инвесторов, то есть в него нету, продаж еще нету, но он закрыт для инвесторов, если кто-то хочет заинвестировать в эти виллы, там есть Да. типаж 2+1, 3+1, 3+1 премиум. Премиум это означает, что там виллы уже цена включена, бассейн и свой собственный сад. Концепция, я помню, вам делала презентацию, обалденная. Такого на острове еще нету. Там в чем суть? 12 тысяч метров квадратных, 19 вилл, низкая застройка, а по вискам, по визуализациям, то, что вы видели по Мгм. рендерам, ну, этого нету на острове. Этого нету на острове, я не буду открывать все карты тайны, но Пока что не там надо. реально эксклюзив. Следующий наш проект, это уже более масштабный, там, на секундочку, 150 тысяч метров квадратных земля, тоже обменный титул, район Каплиджа, при том, что мы специально измеряли от Цезаря Блю до этого места, Мгм. это 15 минут машины. Мгм. То есть очень близкая локация, если ты хочешь другое побережье, с незабываемыми красивыми закатами, как в Игл Несте, Да. но близко инфраструктура. Это очень важно для людей. Почему у меня некоторые клиенты не покупали СНТП, мои друзья не покупали СНТП. Да, есть типаж европейцев, которые я хочу СНТП только потому, что, как я это называла,
йога-стайл. То есть Есть в ты, этом да, что-то. йога-стайл, у тебя там природа, никого нету в магазин, чтобы выехать, или чтобы что-то случилось, и, короче, 50 минут едь. Мгм. Этот проект будет сделан концепцией города в городе. Там будут апартаменты, там будут виллы, более 500 юнитов. Окей. Да, Это со большой своей- проект. со своей собственной мариной, то есть для владельцев лодок. Не буду открывать тайну, но мы еще хотим взять концепцию с Дубая клуба, который сделан на больших колоннах так, Мгм. пятиэтажного здания, чтобы сделать такое масштабно. То есть там, если идет, то есть ты знаешь район Каплыджа, там земля у нас от Узбечья горы Ага. через Да-да-да. главную дорогу аж до обрыва до моря. То есть там Это кусок большой. это очень большой, Мгм. 150 дом. То есть я, чтобы так правильно подытожить, у вас сейчас в Dashat Group есть 2 активно продающихся проекта. И есть, я как услышал, 3 плюс проекта, которые Для инвесторов. для инвесторов. То есть, хорошо, это значит, что вы как застройщик, вы начинаете выбирать разные типы земель. И вот хочу как раз задать вопрос. Почему вы выбираете вот конкретно эти локации? Почему эти локации? Да. Первое, так как я тебе уже сказала, это очень важно. Не знаю, но я почему-то на это низкострессоустойчиво, можно Мгм. так сказать, сейсмическое положение. То Это есть прям это- самое важное для Это вас. для нас это одно из самых важных, потому что Мгм. когда были землетрясения в Турции, то есть мне друзья, свидетели говорили, которые вот они сидят в здании, они чувствуют, как вот оно колеблется. То есть Да. сам понимаешь. Давай начнем с того, что Северный Кипр, тут есть 2 типажа людей. Те люди, которые сюда приезжают, чтобы релоцировать свой бизнес, Мгм. соответственно, либо же те, которые приезжают сюда с семьями. То есть для нас безопасность это самое важное. То есть у нас в основном Поддерживаю. покупатели это люди с детьми. Мгм. То есть почему сюда люди едут? Потому что здесь высшее образование для детей, потому что здесь спокойствие, здесь низкий уровень преступности. То есть в первую очередь Да. наши проекты выбраны там, локации, где безопасно. То есть это проверено экспертами. Там у тебя, если мы поставим конструкцию, фундаменты, там ничего не обвалится. Это раз. Второе. Каждый наш проект мы не строим где-то далеко от инфраструктуры. Например, проект Силарон. Мгм. У тебя, если ты едешь в сторону Искеле, у тебя по правой стороне Эзич, 2 минуты пешком в правую сторону у тебя My Gourmet Market, 2 минуты в левую сторону у тебя обмен валют. Да. Что мы в Силарон предлагаем? Мы идем навстречу тоже нашим клиентам. Мы предлагаем Силарон 6 раз в летнее время, 4 раза в зимнее время шаттл-бас не только на пляж, Мгм. на Лонг-Бич, но также до Искеле и до Фамагуста. Это для тех людей, у которых, возможно, сюда приезжают, так как они взяли у нас гарантированную аренду. Да. То есть у них есть возможность 2-3 недели в году проводить в своей квартире, чтобы пользоваться преимуществами. Да. У них нету машины на Северном Кипре. Мгм. Соответственно, мы предоставляем такую возможность нашим клиентам, чтобы даже не имея машины, они имели непосредственный доступ к главным локациям Северного Кипра. Недалеко до университетов, недалеко до больницы. То есть второй наш пункт, почему мы выбираем именно эти локации, это близкость к инфраструктуре. Соответственно, ты тоже не найдешь у нас нигде проект, который дальше от моря, чем 1000 метров квадратных. Ричмонд парк у нас наиболее отдаленный от береговой Мгм. линии, но опять же, там есть шаттл-бас. Даже для вилл уровня цена 400 плюс фунтов, Да. мы делаем для наших клиентов шаттл-бас до пляжа, чтобы они могли пользоваться полностью всей инфраструктурой. 1000 метров – это максимальное расстояние до береговой зоны. В Мгм. основном это 500-300 метров. Про проект в Каплидже я вообще молчу, потому что там будет непосредственно первая береговая линия. Что, кстати, очень важно, потому что, насколько ты знаешь, первая береговая линия не строится. Знаю, да. Это Там точно. строим. То есть ты хочешь, вы прям от подножия горы прям вниз до самого пляжа у вас А будет это такой уже проект? Хорошо. расскажу подробно. Зиплайн Кстати, будет? Ой, про зиплайны давай не будем. Давай не будем. Но если по желанию наших клиентов, если они захотят зиплайн, мы его построим. Окей, это неплохо. Вот скажи тогда, пожалуйста, какие объекты сейчас пользуются большой популярностью и спросом для инвесторов? Силарон. Мгм. Объясняю почему. Давай. Первое. Здесь очень хороший прирост капитала.
Сам ты прекрасно знаешь, сейчас перейдем немножко к экономике, сам ты прекрасно знаешь, что 2024 год это была полная просадка на острове. То есть поменялась полностью политика, поменялась полностью маркетинговая кампания. В 2025 году выборы. То есть зачем вообще было эффективно сделано изменение законов в мае месяце? Для того, чтобы привлечь турецких людей сюда, инвестировать, чтобы привлечь голоса. Изменили политику покупки земли, соответственно, турки приехали, турки попокупали. 2025 год будет в дальнейшем просадка. Я надеюсь, это не инсайдерская какая-то информация сейчас мы обсуждаем. Хорошо. Не инсайдерская. Каждая ведущая строительная компания должна знать эту информацию, потому что мы должны быть на топе политики, экономики, чтобы советовать своим клиентам как можно лучше инвестировать и приумножить свои деньги, а не потерять. Поддерживаю, молодцы. Так вот, 2026 год. 2026 год после выборов обратно идет смена рынка. Соответственно, смотри, даже вы переобулись, вы вышли на новый уровень, вы начали сотрудничать с другими странами. Да. То есть совершенно изменилась покупательская политика. Многие агентства либо же позакрывались, я не буду... Ведущие, кстати, позакрывались агентства. Такие, да. Я не буду говорить названия, но вот я даже удивилась, их агенты перешли потом ко мне уже лично работать, сотрудничать со мной. Я спрашиваю, а что случилось с агентством? Да, хозяин решил, что после смены законов он все-таки не будет работать на Северном Кипре. Нам лучше Турция, нам лучше Юшка. Соответственно, планы большие. Рынок изменится. Почему стоит инвестировать? В первую очередь. Инвестировать стоит, потому что сейчас нету прироста капитала, нету роста цен. То есть застройщики заморозили цены. То есть уже на протяжении года остается одна и та же стабильная цена. Ты прекрасно знаешь, что в 2021 году сначала в US News появился Северный Кипр. Да. US это, на секундочку, United States News. Да. После чего в 2023 году он появился Forbes как одно из самых лучших мест, где инвестировать вообще на побережье. На побережье. То есть, 2 раза появлялся Северный Кипр Forbes, кстати. Ну, я знаю за US News, за United States News и за Forbes. То есть он первое, что появился в списках, это уже вау. Второе, почему стоит инвестировать именно сейчас? Нету обвала такого сильного цен, обвала цен не планируется, экономика сейчас стабильна. Те, которые говорят, мы боимся южного и северного конфликта, это все неправда. Неправда, потому что сам ты прекрасно знаешь, что буквально 1,5 года назад французы у нас на нашем побережье нашли газ. Да, слышал, соответственно, сейчас идутся внутренние переговоры между Северным и Южным Кипром, ну и, конечно же, Турцией, потому что Северный Кипр является под большим влиянием Турции, что тоже, кстати, немаловажно, потому что люди боятся инвестировать, а вот Турция является одной из самых ведущих сильных стран, которая в первую очередь большие вливы делает в экономику Северного Кипра. Соответственно, ни конфликта, никакого дефолта на Северном Кипре априори быть не может. Поддерживаю. Ведутся внутренние переговоры между Северным и Южным Кипром по поводу выдобычи газа. Здесь поставят огромные просто фабрики, я не знаю, как это правильно говорится, не шаттлы, не помню, короче. Будет открыто производство. Если будет открыто производство и выдобыча, здесь будет влив в инфраструктуру. Если будет влив в инфраструктуру, соответственно, я не прогнозирую, что Северный Кипр будет вторым Дубаем. Но посмотри даже на район Искеле 5 лет назад и сейчас. Небо и земля. То есть посмотри, если 2 года назад ты еще даже не знал, где скушать хорошие суши, здесь на Кипре, то сейчас у тебя валом появляются европейские заведения, появляется европейская инфраструктура. Инвестируем, посмотри на Эрджан, как выстроили. То есть сразу видно, бросается в глаза, что Северный Кипр по сравнению с Южным Кипром, по сравнению вообще с другими странами, прирост инфраструктуры за последующие несколько лет, начиная с 2020 года, да за 5 лет еще ни одна так страна не расстраивалась, как Северный Кипр. Это раз. Второе, давай не забывать о том, что все-таки Южный Кипр немного пострадал по своей репутации по поводу офшоров, потому что там были несколько лет у них проблемы с блокировкой денежных банковских счетов, они видоизменили политику, и на удивление, например, мои сейчас клиенты, вот как раньше мы с тобой из Украины, как мы все хотели, я хочу в Евросоюз, мне вот там безопасно и так далее. Сейчас люди наоборот с Евросоюза убегают. Первое из-за налоговой системы,
Второе из-за политики. Вот на удивление, почему сейчас выбирают Северный Кипр для инвестиций, потому что идет все дело о налоговой системе. Первое, конфиденциальность. Так и есть. Конфиденциальность почему? Обмен данными, не подписан ни один международный договор. То есть Северный Кипр не распространяет информацию о тех, кто живет на острове. Банки Северного Кипра считаются одни из самых безопасных. Третье. Мы можем платить криптовалютами. Прирост капитала, если мы будем просчитывать прошлые года, я усредняю. Берем обычную студию. Обычная студия плюс район Искеле, Фамагуста, СНТП, Гирне. То есть берем уже все виды, да, которые... Да. Я не буду брать во внимание Гюзелюрт. Гюзелюрт — это отдельная история. Но этот регион развивается, на него очень много сейчас внимания также происходит с разных инвесторов. Они планируют его развивать как... Они его сравнивают как Искеле 10 лет назад. Ну, это да. Я сейчас говорю за усреднение. Смотри, берем, усредняем. Цена за 2023 году студии — это около в среднем 95 тысяч. В 2022 году цена студии 68. Я просчитываю, я даю на свои объекты прирост капитала в среднем. В среднем это 20%. Хорошо. Хотя просчет 22-23 год, вот из цены 95 и 68, это 39. То есть я включаю в свою стратегию внешние факторы, которые могут повлиять также на цену. Это достаточно большой прирост капитала по сравнению с тем, что за рубежом. Плюс, помимо этого, рентабельность с аренды. Рентабельность аренды следующим образом выглядит. Смотри, студия у нас в среднем в хорошем новом комплексе со всей инфраструктурой это 550 фунтов в месяц. За 3 плюс 1 это около 1200. То есть это от 8 до 12% годовых выгоды. Плюс, почему именно выгодно инвестировать в наш проект Силарон, потому что если вы хотите заинвестировать с последующей перепродажей, либо же с гарантированной арендой, то сейчас у нас есть акция, которая проходит. Если вы платите 35% даунпеймента, то вы получаете автоматом 5% скидку, подписываете договор о гарантированной аренде. На 2 года у вас договор о гарантированной аренде, то есть всего в общем 5% плюс 12%, 6% годовых, 17% у вас прирост капитала с возврат кэшбэк с недвижимости. Это от суммы стоимости? От суммы стоимости квартиры. Или суммы вложений? Сумма стоимости квартиры. То есть первоначальный взнос обязательный? Конечно, да. Если хотите перепродажу, это 50%. Обязательно, да. Либо же есть 45% даунпеймента. При 45% даунпеймента вы получаете 10% скидки. Соответственно, плюс гарантированная аренда на 2 года 6% каждый год. 22% у вас идет возврат. Плюс до конца февраля мы продлили нашу новогоднюю скидку. Если с нами вы не подписываете договор о гарантированной аренде, автоматом вы приходите в компанию, вы получаете 15% скидки на Силарон вот просто так. Но это ограниченное предложение, которое закончится вот буквально считанные дни, конец февраля, и 15% уже не будет, будет нормальная цена. Да, я понимаю. Тогда не надо пропускать такую возможность. Я надеюсь, наши ребята смонтируют это видео чем побыстрее и сделают апплоад на YouTube, чтобы люди уже в начале марта. Ой, класс. Хорошо. Я так понимаю, мы затронули очень много таких вопросов, как и аренда, и доходность от аренды ваших проектов. То есть, хорошо. Подскажи, пожалуйста, тогда вернемся немножко по теме наших проектов, по поводу инфраструктуры. Вот, например, что у вас есть такого, что у нас наши комплексы все прям сделаны на базе 5-звездочных отелей. Окей, рассказывай. Ну, казино нету. Но зато казино близко. Ну, шаттл можно? Шаттл до казино. Хорошо. Слушай, если покупатель хороший, я лично его завезу в казино. Все, супер, договорились. Слушай, если идет речь о инфраструктуре, у нас всегда есть maintenance, то есть управляющая компания. Виллы у нас, если идет речь о виллах, то мы гарантируем уборку территории на ваших террасах. За дополнительную оплату, если вы не хотите убирать свою виллу, мы ее вам поубираем, но за дополнительную оплату.
В каждом комплексе у нас, что очень немаловажно, у нас есть удобство для людей с ограниченными возможностями. Вау, удивило. Да, то есть виллы Ричмонд у нас полностью обустроены, и у нас обустроен полностью вся внутренняя и внешняя инфраструктура, и первые этажи для Селарон Residence, то есть никаких препятствий для людей с ограниченными возможностями не будет, что немаловажно, потому что сейчас мы переобулись и перестроились на европейский рынок, например, немцы, чехи, поляки, это именно люди, которые приезжают сюда на пенсию, чтобы искать спокойную жизнь, поэтому для них именно вот такие условия, чтобы были созданы для них, это тоже немаловажно. Бассейны. Если идет речь о Селарон, у нас 6 бассейнов открыты, 1 бассейн закрытый, спа, сауна, хамам, турецкая баня. Отдельно выведена зона для курения для людей и для такой conversation, то есть столики, стульчики, где можно себе выпить кофе. Это не только, то есть ресторан, бар, а отдельная зона такая для отдыха. Также есть спортзал. Помимо этого, как я сказала, у нас есть шаттл-бас, управляющая компания по уборке, управляющая компания по аренде. Вау, вот это интересно. И плюс, помимо этого, какие у нас есть специальные предложения для наших клиентов, у нас есть специальное предложение по пакету Rooftop. То есть если те, которые хотят выкупить себе пакет с джакузи с итальянским двигателем, с подогревом, полностью отделку, летние террасы, садовую мебель и барбекю, у нас есть такая возможность покупки такого пакета. Плюс, помимо этого, у нас есть возможность покупки пакета дизайна. Стартовая цена начинается с 12 тысяч фунтов. Это очень хорошая цена по сравнению с тем, что если мы говорим про студию, которая 57 метров квадратных. Что в такой дизайн-пакет входит? Все, бери просто свои вещи и заезжай, вплоть до полотенец. Вилки, ложки, конечно. И прям до всем. Конечно. Я же говорю, извини, вещи я тебе не куплю. Хорошо. Но халат получишь с тапочками. Вот это тоже, вот это плюс. Окей. Это как дополнительные услуги, я так понимаю. Да, это дополнительная услуга, но вот это как раз таки рассчитано на ту категорию людей, которые покупают как инвестора и которые приезжают там раз в год, чтобы отдохнуть с семьей, а его квартира работает на него, чтобы получать, удваивать, утраивать прибыль или, соответственно, другая перепродажа. Плюс я хочу что сказать по поводу, вернусь к инвестициям, в чем плюс наших последующих проектов, которые еще не открыты на продажу, флипы. То есть, не знаю, знают ли зрители, что такое флип. Флип – это внутренний договор с строительной компанией с дальнейшей целью перепродажи. То есть покупаешь ты его в цене прелаунча, когда еще даже нету закрытых продаж. Да. Вот, и перепродаешь его, есть некоторые этапы инвестиций. Это фундамент, это конструкция, это уже внутренняя отделка. То есть всегда это около 4-6 этапов инвестиций. В зависимости от каждом этапе инвестиций цена недвижимости, которую вы купили, увеличивается. Хорошо, у меня есть еще следующий вопрос. Как работает ваша служба поддержки клиентов после покупки недвижимости? Смотри, так как я уже сказала, мы компания, которая в первую очередь ценит себе приоритет быть семьей. Мы распространяем эту традицию не только внутри компании на сотрудников, но также на наших клиентов. У нас есть полностью поддержка постпродажного сервиса, перепродажного сервиса, поддержка, если идет речь о поломках, качестве, то есть в любой момент, если у вас что-то случилось, у нас есть заведующая компания, которая занимается ремонтом, хотя я такой не допускаю возможности ни в коем случае. Мы предоставляем также своим клиентам поддержку руководства, каким образом зарегистрировать недвижимость, каким образом улучшить ВНЖ. Полностью ведем наших клиентов от начала до конца, если идет речь о переезде. Плюс хотела бы тоже сказать, что в моменте покупки недвижимости, если клиент приезжает на остров и ему нужно где-то заселиться, мы предоставляем accommodation, мы предоставляем трансфер, полную юридическую поддержку. Люди, которые даже не разговаривают ни на турецком, ни на английском языке, мы предоставляем полную поддержку и ведение всех их дел, соответственно, если они нам доверятся. То есть полный постпродажный юридический сервис, ремонтный сервис. И я могу сказать честно, у нас каждый клиент – это наш друг. То есть вплоть до того, что там какие-либо корпоративы, либо какие-то праздники, мы всех клиентов поздравляем, мы ведем дружеские отношения, наши клиенты приходят к нам в офис просто заглянуть на чашечку кофе, поэтому я же говорю, когда мы строили наш слоган «Дашат – это твой дом», то мы имели в виду действительно, что мы продаем не просто конструкцию, коробку, в которой ты будешь жить, мы продаем также гарантию наших дружеских отношений. Понимаю.
это на самом деле важно, чтобы клиент или инвестор понимал, что есть большая поддержка от вашей стороны, потому что помимо того, что вы строите, вы должны закрывать какие-то потребности внутренние, если есть дополнительные какие-то вопросы у клиента. Полномочий. Я Мгм. не имею полномочий, чтобы здесь вести юридические дела, хотя я полностью обознана во всех законах. У нас есть внутренний адвокат независимый, Да. который всегда поддержит, всегда поможет. Если нужна какая-то юридическая консультация, связанная будь то с недвижимостью, либо с какими-то другими юридическими вопросами, то, соответственно, мы поможем. Я тебе даже подам пример. У нас вчера клиент выходил с перепродажи, они являются владельцами пентхауса у нас в Golden Life, они сами с Южного Кипра, они приехали там перед подписанием договора у них было, клиент вышел, они уже отошли от здания, шли к машине, он упал, ударился головой, потерял сознание. Мы вчера в 9 вечера были в больнице, ну, как были в больнице, была я, второй наш менеджер по продажам, который специализируется уже на международный рынок, английский, иранский, владелец компании и менеджер, который вел этого клиента. То есть 4 сотрудника из Дашат в 9 вечера в Фомагусте, то есть 4 машины приехала, я еще сижу, звонит мне мама, она меня спрашивает: Лен, ты когда будешь дома? Я говорю: мам, это такая ситуация. Она говорит: ты как обычно, говорит, может мне еще подъехать, чтобы вся семья была в сборе. То есть мы вплоть до того, что так относимся к своим сотрудникам, к своим клиентам. Вот даже у меня буквально сегодня был вопрос, они так были удивлены вот по поводу этой ситуации с больницей. Мгм. Они говорят: вот, а у меня был такой застройщик, что я своего клиента, он поломал ногу, мы попросили, чтобы приехали с терминалом, чтобы мы оплатили покупку, они сказали: нет, везите клиента в строительную компанию. Вот. То есть мы в этом плане мы лояльны, мы всегда идем на уступки. Это очень приятно слышать, что есть такие застройщики, которые реально смотрят не только за деньгами, а еще и за своими клиентами. То есть это большой плюс. Елена, у меня на самом деле с моего списка закончились вопросы. Возможно, ты хочешь что-то еще добавить, что мы не сказали? Я хотела бы добавить, что немаловажно, у нас сейчас готовится специальное предложение, которое, я думаю, что мы продолжим уже в следующем нашем подкасте. Мы приготавливаем сейчас на март месяц инвестиционный клуб, Мгм. где будут очень гибкие, хорошие условия. Как раз таки подготавливаем это к следующему году, чтобы люди могли выгодно вложить свои деньги и получить с этого хорошую прибыль на хороших гибких условиях, которые, в принципе, подойдут не только для больших инвесторов, но также для людей средней категории, которые хотели бы просто приумножить свой капитал. Мгм. О, это интересно. Это отдельное видео, Отдельное наверное, будет. видео, Да, отдельное видео, которое, я думаю, ну что мы и так уже много с тобой обсудили. это так Если и мы есть. еще сейчас продлим, то, увы, люди не захотят этого смотреть. Возможно. Я надеюсь, что наши зрители досмотрят это до конца, потому что это важная информация, которую ты только что сказала, которую вы планируете для будущего. Мгм. Елена, спасибо большое за интересную беседу. Мне было интересно с тобой пообщаться и услышать о ваших планах компании, о вашей компании и о всяких акционных предложениях, которые вы предлагаете. Это прям то, что надо для нас и для наших подписчиков. Друзья, если вас заинтересовала недвижимость на Северном Кипре, подпишитесь на наш канал. Мы будем еще больше постить и записывать специальные видеоролики для вас о разных застройщиках и о компании конкретно Дашат Group, потому что мы хотим еще больше рассказать вам об этой компании. Поэтому, И о наших преимуществах, и, конечно, конечно. да, поэтому на этом мы будем заканчивать. Спасибо, что вы с нами. Поставьте лайк, не забудьте подписаться и напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о недвижимости в Северном Кипре. С вами был Андрей И Елена, и Елена. Спасибо вам большое, Елена. давай, красавчик. Класс.